Sataka Yuktaye Bhaktastvam Paripasate Bhaktastvam Paripasate Ye Chapyaksharam Avyaktam Yechapyaksharam Avyaktam Tesham Ke Yoga Vittamaha. Tesham Ke Yoga Vittamaha. Pretty good. Замечательно, почти все повторили. Translation. Арджуна спросил, кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняются безличному Браману, неприявленному и неуничтожимому? Shri Bhagavanu Vacha. Шри Бхагавану Вача. Maya Vesha Manoye Mam Maya Vesha Manoye Mam Nitya Yukta Upasate Nitya Yukta Upasate Shadaya Parayopeta Shadaya Parayopeta Teme Yukta Tamamataha. Теми Юкта Тамамата. Верховный Господь сказал, тех, чей ум сосредоточен на моем личностном образе, и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой, я считаю достигшими высшей ступени совершенства. Ye Tvaksharam Anirdesham Ет Вакшарам Аниrdesham Avyaktam Paripasate Авьяктам Парюпасате Sarvatragama Chintyam Cha Сарватрагам Ачинтям Ча Kutastam Achalam Dhruvam Кутастам Мачалам Друвам Sanniyam Yandriyagramam Саньямендрияграмам Sarvatra Samabudaya Сарватра Самабудая Te Prapnuvanti Mameva Те Прапнуванти Мамева Sarvabhuta Hiterataha. Сарвабута Хитератаха. Но и те, кто целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному, то есть безличному аспекту абсолютной истины. Те, кто заботится о всеобщем благе и полностью обуздав чувства, одинаково относятся ко всем живым существам, в конце концов достигают меня. It's very clear, isn't it? Очень ясно. Covers everything. Klesho dika tarastesham Клешодика тарастешам Vyakta sakta chetasam Авьякта сакта четасам Vyakta hirgati dukam Авьякта хигатир дукхам Deva vadvir avapyate. Дева вадхир авапьяте. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по духовному развитию. Воплощенным живым существам каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Yetu sarvani karmani Ету сарвани кармани Mayi sanyasya matparaha Маи саньясья матпара Ananyenaiva yogena Ананьянайва йогена Mam jayanta upasate Мам дьяянка упасате Tesham aham samudarta Тешамахам самудата Mrityu samsara sagara Мритью самсарасагара Bhavami na chirat partha Бхавамина чиратпата Maya veshita chetasam Моя вешита четасам. Тех же, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум, таких людей, о сын Притхи, я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти. One of Krishna's promises. Одно из обещаний You Кришны. should trust him also. Нам He keeps следует, his promise. нам следует доверить ему, потому что он держит свое слово. Krishna won't cheat you. Кришна вас не обманет. He might make you wait, but he'll never cheat. Он может вас заставить ждать, но никогда не обманет.
Mayeva mana adatsva. Маева мана адатсва. Maya buddhim niveshaya. Мая будхи нивешая. Niveshishyasi mayeva. Нивасишьяси маева. Atta urdvam na samshaya. Ата урдвамна самшая. Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Atta chittam samadatum. Атта читам самадатум. Nashokshnashi mayestiram. Нашок наши мои стирам. Abhyasa yogena tato. Абьяса йогина тато. Mam ichchaptum dhananjaya. Мам ичаптум дхананджая. Mostly got good memories for one line. У вас замечательная память, но одну строку вы запоминаете, большинство запоминаете. Only she's afraid to try. Only she what? She's afraid to try. Она вот пытается, только она вот боится пытаться. When she look at somebody's... Вы можете смотреть вот у кого-то на телефоне, через Bhagavad Gita. No, she's behind you. There's one. Вот за вами вот. The 2 on 1 is easy. Вот. Там это можете по двое, да, двое на один телефон смотрит, на один экран, можете вот так. Translation. О Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Abhyase pyap samartosi. Абьясья самартоси. Madkarma paramo bhava. Мадкарма парама бхава. Madartam api karmani. Маратам апи кармани. Kurvan siddhim avapsyasi. Курван сидим авапсяси. Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Vaitadapyasaktosi. Атайтардахья атсакси. Kartam madyogamashita. Картум мадьогамашрита. Sarva karma palatyagam. Сарвакарма палатьягам. Tatakuru yatatmavam. Татха куру ятатмаван. Если же ты не можешь трудиться во имя меня, тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Shreyohi gyanam abhyasach. Дьянам абьясач. Dhyana dhyanam vishishyate. Дьянам дьянам вишишьяте. Dhyanat karma palatyaga. Дьянат карма палатьяга. Agachanti anantaram. Ягачанти анантарам. Если же ты не способен идти этим путем, то приложи усилия к тому, чтобы обрести знания. Однако, медитация предпочтительнее, чем знание, а отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Advaishta sarva bhutanam. Адвишта сарва бхутанам. Maitra karuna evacha. Майтра каруна девача. Nirmamo nirahankara. Нирмано нираханкара. Samaduka sukha chami. Самадука сукакшами. Santushta sattatam yogi. Сантушта сататам йоги. Yatatma drida nishchaya. Ятатмадрида нишчая. Mayarpita manobuddhi. Мая питамано будхи. Yomad bhakta same priyaha. Йома бхакта саме прияха. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум,
решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. This is a series of verses, how to attract Krishna. Далее следует серия стихов, где раскрывается тайна того, как привлечь Кришну. You know, we're all trying to attract somebody, so we dress in a certain way, or we go to certain places, or, you know, whatever, because we think a certain person might like it, right? Каждый из нас пытается привлечь внимание кого-то, и для этого мы наряжаемся в определенную одежду или отправляемся в определенные места, потому что нам кажется, это привлечет внимание вот той личности, чье внимание мы хотим снискать. And usually it's just our own imagination, we don't even know, but Krishna, he's telling us what kind of people he likes. И в большинстве случаев мы вот все эти вещи делаем, Not how you dress or something, but основываясь на своем воображении, еще неизвестно, привлечет ли это внимание. Но Кришна точно здесь говорит, что надо сделать, чтобы привлечь его. И он говорит вовсе не об одежде. it's something to aspire for, because these are not like easy things, but they're natural for the soul. Здесь вещи, которые Imitate. описываются, вещи, к которым мы должны стремиться. Конечно, задача не из легких, однако это то, что естественно для души. Okay. Yasmano dvijate loko. Ясмано движате локо, Kano dvijate chaya. локано движате чая, Harsha marsha bhayodvegaya. арша марша вайодвегая, Mukto yaksa chame priyaha. муктоя сачаме прия. Тот, кто никому не причиняет беспокойств, и сам всегда остается спокойным. Кто невозмутим и в радости, и в горе, кто не ведает страха и тревог, очень дорог мне. Not disturbed by anyone. Не приходит... Сейчас, It'd be nice to be like that. секунду. You can be peaceful. Кто остается спокойным, не беспокоясь, то есть не впадая в беспокойство под воздействием других. Замечательно быть таким. That's when you see Krishna in everyone's heart. Krishna never. When you see that Krishna is in everyone's heart, Мгм. then we can kind of understand. You know, when we really see that, okay, this is Krishna. Мы можем I прийти mean, к to такому disturb me, but I won't состоянию. get disturbed. Мы можем прийти к такому состоянию, в свободу от беспокойств, причиняемых другими, когда мы научимся видеть по-настоящему, что Кришна присутствует в сердце каждого. Anapeksha suchirdaksha. Udasino gatavyataha. Sarvaramba parityagi. Ye mad bhakta same priyaha. Преданный, не зависящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Yona rishiti na dveshti. Йона ришьяти на дышти, Sochiti na kankshati. нашочати на канкшати, Shubha shubha parityagi. шуба шуба паритьяги, Bhakti mam yat same priyaha. бхактиман я саме прия. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Samakshatro cha mitre cha. Сама шатру холод и жару, счастье и страдания, славу и позор. Кто никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, всегда хранит молчание и всем доволен. Кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебим утвердился в знании и преданно служит мне, тот очень дорог мне. Wow. Okay. Yetu dharmamritam idam. Ету дармам мритам мидам, Yatoktam paryupasate. ядхоктам парю пасате,
Shradadana Matparama Shradadhana Matparama Bhaktaste Tiva Me Priyaha. Bhaktasteva me priyaha. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Это был последний текст. So we had a lot of questions about senior devotee. У нас было много, вопросов о старших преданных. Кто старший преданный? So if you find someone that's like this, that's the senior devotee. Когда вы... Even any one of these verses, even one part of it. But the whole thing is the really senior devotee. Если вы встретите вот того, кто наделен качествами, описанных в этих текстах, хотя бы частью тех качеств, которые описаны в одном из этих текстов, можете бы знать, что вот это и есть старший преданный. Ну, конечно же, в целом всеми этими качествами. And somebody just put this up, it doesn't say who give credit for it, but it said, don't try to become a senior devotee. Somebody put up this saying, I don't know where it came from. Вот Махарадж сейчас вот... If Prabhupada said it, I never heard it before. Never see I never heard that Prabhupada said this exact thing. Yeah, I understand. The saying was never see. Well, I was going to finish it, but don't try to become a senior devotee. Don't try. И вот Махарадж только что увидел, где-то кто-то опубликовал, он не уверен, Прабхупада ли это говорил или нет, но высказывание следующего рода. Не старайтесь стать старшим преданным. Try to become a sincere devotee. Старайтесь стать искренним преданным. It's better. Это намного лучше. Because even there's very famous guy that's like one of the most best-selling authors about leadership and all those things. His motto is LWT. LWT, what does it mean? Lead without a title. Leader without a title. Махарадж ссылается на некого человека, который учит лидерству, и вот он придерживался принципа LWT, Lead Without Title, то есть быть ведущим, руководителем, не имея при этом титула. And there's many different versions of that, but leader is someone who, is doing what he's supposed to do very nicely and very happily. And he's inspiring a lot. He can inspire people. По-настоящему лидер это тот, кто делает со всей душой то, что он должен делать, и это вдохновляет окружающих. So there's no, title, whatever position in society or age. It doesn't mean so much, actually. В действительности положение, титул, который или возраст, который мы можем иметь в обществе, это не столь важно. Anyway, here Krishna is telling us, what pleases him. По-любому Кришна see where we stand and try to work on these things. Говорит, как мы можем удовлетворить ему, стать дороги ему. И нам надо определить для себя, на каком уровне мы находимся, и постараться стать такими, как описано. The last one, sums it all up, and it's a little bit easier maybe. The last verse. The last verse. Последний из этих стихов, он, может быть, выглядит описанный в нем более легким, доступным. Those who follow this path of devotional service те, кто идут этим вечным путем преданного служения, and engage themselves completely with faith. Обладают непоколебимой верой. Faith means trust. You believe it. Okay, Krishna, I believe you. I believe the Guru. Вера означает доверие. Я доверяю тебе, Кришна, я доверяю духовному учителю. Making me the supreme goal. You want Krishna. И сделал меня... Not position, not fame, not fortune, not money. No. You want Krishna. Сделал меня своей высшей целью. Supreme goal. Не деньги, не позицию, положение какое-то или что-то иное, а Кришну. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam.
Kalo nasteva, 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 gatyaranyata. That there's no other way to get to the supreme goal except Hare Nama, chanting the holy name. Но нет иного пути для достижения этой высшей цели, помимо воспевания этой Харинамы. And I heard one devotee is a Sanskrit scholar, and he says Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. That's how it's spelled, but we never say that. But Hare Nama, that's the proper Sanskrit. Я In case you're interested. слышал одного преданного, который следующий в санскрите, и он говорил не Харинама, а Харернама, Харернама. То есть это то, как правильно должно звучать. So those who follow this imperishable path that can't be destroyed of bhakti and completely engage themselves with faith, making me they're very, very dear to me. Итак, те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Even if we can't be equal in fame and infamy and honor and dishonor. По крайней мере, вот этому наставлению мы должны постараться следовать. Даже если вот предыдущее наставление сохранять одинаковое состояние ума и в позоре, и в удаче, и в счастье, и в несчастье. Может быть, это трудно, а вот это... But if we really engage in bhakti, with faith, then these things come about automatically. Но вот если мы всей душой по-настоящему отдадимся следованию пути бхакти, все эти качества, которые были описаны, естественным образом разовьются в нас без дополнительных усилий. And reading Bhagavad Gita is important, especially, we read about the mode of goodness and, the good qualities of the devotee. They're listed in many places. И крайне важно читать Bhagavad Gita, особенно те части, где описывается гуна благости, качества, присущие гуне благости, качества, присущие преданным, и нам стоит размышлять об этих всех темах. Because say Krishna came to you, he's always there, but and he's always doing this. But okay, whatever you want, I'll give you. Потому что ask for something. Потому что Кришна приходит к вам таким образом. Конечно, он всегда рядом, но вот таким образом он может ответить на ваши вопросы. Krishna does that. That's what Nrsingadev did for Prahlad. You have to ask for something. You have to ask for something. I want to give you something. Например, вот Кришна... No, I don't want to know. You have to ask. Когда Кришна явился перед Прохладом в форме Господа Симхадевы и сказал ему: проси, чего желаешь, тот сказал: нет, я ничего не хочу. Но Господь сказал: ты должен просить меня о чем-то, потому что я хочу что-то дать. Проси, ты должен просить. He offered him even Vaikuntha. He said no. Он предложил ему жизнь на Вайкунтхе, но тот отказался. Just want service. Just want to hear about Krishna and be with devotees. Он сказал: нет, Same thing, Dhruva Maharaj. Many. Я хочу лишь служение, хочу служить тебе, хочу общаться с преданными. Того же пожелал и Dhruva Maharaj. But then Krishna gives anyway. Но затем Кришна так или иначе дал то, что считал нужным. And Prahlad ended up taking the kingdom of the demons instead of the kingdom of God. Прохладе пришлось принять не царство Божие, а царство демонов в правлении. His father was the king, so he said, you should take over. Потому что его отец был царем, и Господь сказал: ты должен перенять царство отца. But why did he take it? Но почему же он принял это царство? Nrsingadev told him, you can enjoy all this, for millions of years, you can enjoy this great opulence. Господь Кришна сказал: ты можешь наслаждаться всем этим You'll live forever, you'll never get old, you'll never be sick, you'll never have any. На протяжении бесконечно долгого времени ты никогда не состаришься, никогда не будешь болеть. But he took it because he thought, well, I can make all the whole universe devotees. Но он принял это обязательство на себя, потому что подумал: благодаря этому могуществу я смогу всю вселенную обратить в преданных. So then he did that. He arranged, if you're the government, you can arrange the education, you can arrange it. И он действительно сделал это. То есть, если вы состоите в правительстве, вы можете устроить соответствующее образование и так далее. He wasn't trying to enjoy the mature world at all. He had no interest in it.
Нет, он не был заинтересован в том, чтобы вкусить мирских наслаждений. Вовсе нет. So we should be careful because we're always thinking, I want this, I want this. And Krishna has to give. Поэтому мы должны быть очень бдительны, потому что в нашем уме проходят, мелькают всякие желания. Ой, хотелось бы этого, а еще того. Но смотрите, Кришна слышит, и он вдруг возьмет и решит и исполнит ваши желания. They're new or what? You just walked in? Coming for the first time? Есть там, кто пришел в первый раз, верно? First time? Первый раз? Well, welcome. Добро пожаловать. Everybody say Hare Bo, Hare Bo. Make sure you take care of them later. Make sure somebody helps them to find something. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы гостям предложили просад, книги предложили. We're just talking about the Bhagavad Gita. That's Мы вот как раз здесь обсуждаем Бхагавад-гиту. Most important book in the world. Наиболее важную книгу в мире. So anyway, Krishna is teaching a loving service to him. В которой Господь Кришна обучает нас науке любовного служения Ему. He likes that. И Ему это доставляет радость. So Arjuna, for our sake, he asked, because many people think it's better to just meditate on nothingness. И вот в начале главы Арджуна, который мы почитали, Арджуна спрашивает ради блага всех нас, задает вопрос, потому что многим людям нравится медитировать на нечто непроявленное, бесформенное. That type of meditation is very difficult. На самом деле очень трудный вид медитации. It has to be done in exact ways. Совершать ее надо в точности, следуя вот всем правилам. But bhakti is basically chanting the holy name, Hare Krishna. Но путь бхакти в основном сводится к воспеванию святого имени Харе Кришна. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Very simple thing. Этому процессу довольно просто следовать. But to get in the right mood, as a service to Krishna and just trying to please Krishna, what we're after. Но вот к чему мы должны приложить по-настоящему усилия, так это добиться должного умонастроения, когда мы хотим доставить удовольствие Кришне, служить Ему. Today one boy was there named Michael, he's from England, he was here Sunday. Вот сегодня мы встретились с юношей по имени Майкл, он был еще в воскресенье. He was saying how he went to the temple in Spain, and he said there was so much happiness that he couldn't understand it. И он рассказал о том, как он посетил храм, наш храм в Испании, и столько счастья пережил там. And he liked the chanting, but then he was wondering, how do we pray? И ему понравилось воспевание, но он потом задался вопросом, а как же они молятся-то? So I told him, well, this is praying. Hare Krishna, Hare Krishna. Я ему сказал, вот это пение, оно и было молитвой. But we're not praying for give me, give me, give me. Но наша молитва не молитва попрошайки, дай мне то, дай мне сё. Right, like if you go in a church or even temples, what are people praying for? Да, вот если вы отправитесь в любое заведение, где вот служат Богу, будь то церковь, храм и так далее, люди о чем молятся Бога? People want money, they're distressed. Люди хотят богатств, либо же хотят избавиться от несчастья. And that's okay, that's good to pray to Krishna for that, but the highest thing is just say, I want to serve. Конечно, это хорошо молиться Богу, обращаться к Богу за избавлением от этого всего, но наиболее высокий уровень – это молить Бога о служении Ему. The devotee knows that Krishna knows everything anyway, he's going to give us whatever we need anyway. We don't have to ask for it. Преданный Господь осознает, Богу все ведомо и без того. Нет нужды просить Его о чем-то, Он позаботится о том, чтобы послать мне все необходимое. Единственное, о чем остается молить, это о служении.
But sometimes, like the gopis, they prayed to Durga, but they just wanted Krishna as their husband. Иногда мы можем видеть, как преданные, например, гопи, молились богине Дурге, но они молились ей не за чем-то иным, а только за тем, чтобы получить общение с Кришной. Do you know how Draupadi got 5 husbands? Вы знаете, как Друпади получила 5 мужей? Anybody know? Кто-нибудь знает? Ну, Prabhupada, you know, A few people know. few people, you know. So in the previous life, she was worshiping Lord Shiva to get a husband. Видите ли, в прошлой жизни она поклонялась Господу Шиве с целью заполучить мужа. So she did very nicely, so Shiva came. И она как бы замечательным образом совершала свое поклонение, а потому Господь Шива явился ей All right, what do you want? и сказал: So she was so хорошо, excited, the young желай, girl. чего ты хочешь. Как? She was so excited, the young girl. She got so excited. И она в таком восторге была, молодая девушка, и вот перед ней Господь I want a Шива. husband, I want a husband, I want a husband, I want a husband, I want a husband. Она сказала: я хочу мужа, мужа хочу, мужа. So he said, all right, you get 5 husbands. Она говорит: хорошо, нет проблем. Вот No, no, I 5 just want мужей у тебя one. будет. Он сказал: не, я совсем не то не имела в виду. It's too late. He said, Но было уже поздно. you already asked for 5. Ты попросила у меня 5 So мужей. that's, the next life, she got 5 husbands. Так что в следующей жизни вот она и заполучила 5. That's not ordinary, and no one else should try for that. Это необычная вещь, никому не советую пытаться следовать. So anyway, Bhagavad Gita, we recommend everybody read it regularly. Но в любом случае, возвращаясь к теме нашей беседы, Бхагавад-гиту мы рекомендуем читать всем и каждому. There's so much benefit Регулярно. if you just read one chapter every day. Столько блага вы обретете, если хотя бы одну главу в день будете читать. So we read that chapter, 15 or 20 minutes or something. Посмотрите, мы целую главу прочитали, и это заняло у нас всего каких-то 15-20 минут. But that was chanting the Sanskrit twice. И это при том, что мы санскрит сами дважды повторяли. If you just read the Russian, then you can read it in 6 minutes or something. Если вы будете просто перевод читать без санскрита на русском или на азербайджанском, это у вас займет 6 минут. And if you read it every day, you'll get very fixed in it. You'll remember it all the time. Если же вы будете каждый день читать, And you'll get very close to Krishna. ваш ум будет сосредоточен на этом, вы все это запомните, будете размышлять на этим, и вы станете гораздо ближе к Кришне. If you did anything wrong in your deity's worship or something, when you read one chapter of Bhagavad Gita, it nullifies the offense. Если же случится вам, например, при поклонении божествам совершить, допустить It's a very easy какое-то, thing to do. ненамеренно допустить какое-то оскорбление и так далее, само Highly чтение recommended. Бхагавад-гиты ежедневное, оно очистит вас от последствий всего этого. Очень просто этому следовать. There's a club called the Chapter a Day Club. Ага. Есть такой клуб, который называется «По одной главе в день». People do it on their own, but many people they say, okay, I will do it. Да. Люди Join делают the это club. сами по себе, но также вот Many devotees, hundreds of ну, thousands. есть, когда преданные вот совместно это делают. И много преданных в этом клубе состоят. Some сотни. read a different, right through, chapter 1, chapter 2, like that. Some read the same chapter every day. Some read only the Sanskrit, some read both, some read only their own language. Doesn't matter. Мгм. They just contact it every day. Мгм. Кто-то читает 2 главы в день, например, первую, вторую. Кто-то читает 1 главу, кто-то читает только санскрит, кто-то читает только перевод. Это суть не важна. Главное, чтобы вы были постоянно в контакте, в связи с этим. But like in the earlier verses, Krishna says, well, if you can't do this, and do that, and if you can't do this, Мгм. Вот как помните, вот do something. в начале вот мы читали одним из первых стихов, Кришна говорит: если не можешь сделать это, тогда делай вот это, а если этого не можешь, то хотя бы это. Такой же принцип и здесь. Главное, чтобы что-то мы делали вот в этих вещах. So in the book, the Gita Mahatma, there's a whole thing about the glories of different chapters and how much benefit you can get from reading this chapter.